Привет, друзья! Вы на канале True Kitchen, и сегодня мы будем готовить чиабатту. Я вам покажу самый простой и быстрый способ приготовления чиабатты. Для начала нужно найти какую-то квадратную емкость. Можно это в принципе делать и в круглой, но будет не так удобно. Затем берем теплую воду 300 мл, добавляем 2 грамма сухих дрожжей, 40 мл масла растительного, 10 грамм соли. Все это дело тщательно замешиваем. Хорошо вымешиваем тесто, для того, чтобы у нас не было кусочков муки. Тесто должно быть однородным и слегка жидковатым. Удобнее всего замешивать, как видите, силиконовой лопаткой. Если будете замешивать руками, очень много теста останется на руках. А силикон отлично собирает тесто с стенок. Аккуратно разравниваем тесто вот таким пластом, не в одну кучу, и затягиваем пленкой и оставляем на 45 минут в теплом месте. Итак, 45 минут прошли у нас. Смачиваем руки холодной водой. Начинаем складывать наше тесто таким образом. Растягиваем и заворачиваем в конверт. С каждой стороны по одному разу сложили. Снова накрываем наше тесто. Убираем его на 30 минут в теплое место. Полчаса прошло. Снимаем пленочку. Смачиваем наши руки. И снова складываем в конверт. Растягиваем наше тесто. Люблю это занятие. Тесто очень эластичное. Накрываем наше тесто и снова ставим в теплое место на полчаса. Полчаса прошли. Снимаем пленочку. Смачиваем руки холодной водой. И снова начинаем растягивать и складывать наше тесто в конверт. Снова накрываем пленкой. Ставим теперь на 40 минут в теплое место. 40 минут прошли. Припыляем мукой стол. Припыляем мукой наше тесто хорошенько.
И выкладываем тесто на стол. Вытягиваем наше тесто, немножечко разравниваем. Делать это нужно аккуратно, при этом не сжимая само тесто. Теперь делим его на нужные нам части. Вы можете его вообще не делить и запекать целым пластом, но его будет неудобно хранить. Теперь берем противень, противень застилаем пергаментом, выложили тесто на пергамент, накрываем сверху чистым сухим полотенцем и даем тесту подняться полчаса. Полчаса прошло, теперь ставим в духовку на 220 градусов на примерно 20 минут, пока хлеб не станет золотистым. Наша чиабатка запеклась, горячая, с очень жесткой корочкой. Мне хватило 20 минут. Что ж, теперь ждем, пока остынет. Наша чиабатта почти остыла. Разрезаем ее. Вот такая вот получилась. Друзья, ну а на этом все. Кому понравилась эта чиабатта, ставьте лайк, подписывайтесь. Дальше только интереснее.